Иван Егорович знал каждый куст в своем обходе, но урочище Мертвая Падь старался обходить стороной. Место это было гиблое. После сильного пожара 30-летней давности там стояли лишь черные остовы деревьев, да стелился густой туман. Однако именно туда его привела старая волчица, которая уже неделю крутилась возле кордона, словно выманивая егеря. Егорович не верил в сказки о лесных духах, он взял ружье и пошел по следу. На краю глубокого оврага, размытого недавними ливнями, он увидел его, старого хромого волка. Зверь не рычал и не пытался скрыться. Он сидел на краю обвала, положив мощные лапы на грязный, обмотанный истлевшей мешковиной сверток, который буквально вымыло из земли. «Ну что, Серый, добычу нашел?» – прошептал Егорович, медленно поднимая карабин. Но волк лишь глухо заскулил и, хромая, отступил в тень сосен, не сводя глаз с человека. Зверь не уходил. Он замер в 10 шагах, словно наблюдая за каждым движением егеря. Егорович, стараясь не поворачиваться к хищнику спиной, поднял тяжелый сверток. Мешковина почти превратилась в труху, под ней оказалась старая офицерская планшетка из толстой кожи, потемневшей от времени и сырости. В этих краях в 42-м году шли тяжелые бои, и земля до сих пор отдавала то гильзы, то осколки. Но эта сумка лежала здесь, в корнях сгоревшего дерева, слишком долго. Волк, видимо, нашел ее после обвала. Запах старой кожи и масла привлек хищника, но почему он не разодрал ее, а сидел рядом, оставалось загадкой природы. Может, запах старого металла напоминал ему что-то из детства, когда лес еще не был таким тихим. Егорович присел на поваленное дерево. Трясущимися пальцами он открыл заржавевшую застежку. Внутри, завернутые в промасленный платок, лежали документы, военный билет, несколько пожелтевших писем и тяжелые карманные часы с гравировкой на крышке. Егерь взглянул на имя в билете и почувствовал, как воздух застрял в легких. Смирнов Егор Иванович. Это был его отец. Человек, который ушел в разведку осенью 42-го и не вернулся. Мать Ивана всю жизнь ждала хотя бы весточки, верила, что он жив, и так и ушла, не узнав правды. Иван Егорович упал на колени прямо в холодную грязь, прижимая к лицу пахнущие землей письма. Он понял все. Здесь, в этой паде, его отец принял свой последний бой. И только теперь, спустя десятилетия, лес решил вернуть сыну правду, руками или лапами старого волка, который не дал земле навсегда поглотить эту память. Когда Егорович поднял голову, волка уже не было. Лишь глубокие следы на мягкой почве подтверждали, что это не был сон. Старик долго сидел у оврага, глядя на часы, которые все еще слабо поблескивали на солнце. Он не стал стрелять в сторону уходящего зверя. В лесу нет друзей, но есть справедливость. В тот день егерь обрел не просто вещи, он обрел покой, который искал всю свою жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.